Вот мы уже едем, значит, А ты ведь не знаешь, куда мы едем, дорогой мой нежно любимый сын. в мастерскую, ты же сказал. А зачем мы туда едем, скажи, пожалуйста. Что-то пилить будем. А что именно? Чего не знаю, того не знаю. Ну, тут есть несколько вариантов. Я могу это оставить сюрпризом для тебя и для подписчиков, либо могу рассказать. Тебе как ближе? Ну, подписчики видят в описании, а вот для меня хотелось бы, чтобы осталось сюрпризом. А пока мы едем в строительный магазин. Нам нужно кое-что прикупить, материалов по хозяйству. И сегодня действительно будем кое-что строгать и пилить. Это будет интересно. Санька, никаких идей? Идей пока нет. Ну ладно, пошли закупаться. Так, мы выбираем доски. Не доски, а Ну. бруски. Ой, бруски. Но у нас возникла одна проблема. Они 3-метровые. Вот это главный наш минус. И главный наш правда. И они все полопавшиеся, низкого Ну, в качества. том числе. После того, как нам магазин ничем особо не смог помочь, мы решили просто надеяться на то, что у нас будут бруски в мастерской. Вот мы, собственно-то говоря, и у места назначения. Так, ну что? Вот она. Да, это мастерская. Санек, а беда-то заключается в том, что нету у нас брусков 40 на 40. Кстати, у нас тут есть какие-то досточки, быть может, тут есть что-то нам нужно. У нас появился вариант шить вот эти вот 2 брусочка или что там. Ну, короче, мы делаем что-то для меня неизвестно, и мне Секретное. сказали, что мне это пойдет, а вот папе не очень, поэтому для папы пока, к сожалению, делать не будем. Итак, Саня, вот у нас есть 2 жерди, вот таких 3-метровых. Тебе нужно отмерить отсюда 2 метра и отрезать ножовкой вручную. Хорошо. Справишься? Бери любой инструмент, бери все, что Так, нужно. что нам нужно? Нам нужна рулетка. Рулетка, Вот он, совершенно верно. И Нам карандаш. нужен карандаш. чтобы И нам нужен угольник. отмерить. А угольник-то нам зачем? А вот поверь, мне нужен угольник. Хорошо. Маленький бери самый. Вот, держи. Спасибо. Так, ну Так. давай, погнал. 100. Опа. Вот тебе 2 метра. Это ты уже угольником отравняешь. Та же самая история вторая, да. Так, показывай. Да, совершенно верно. И на второй точно так же. Они ж тебе мешают, Сань. Сань, угольник же башмаком упирают сюда. Прижми угольник плотно к рейке. Выбери плотно. Вот здесь башмак прижми. Все, и 90 дай. Все. Отлично. Ну, вот они, наши 200, только ровно. И потихоньку запиливаем. Я тебе специально дал самым мелким зубом, ей легче всего пилить. Батин лайфхак, Сань. Если пальцем придерживать полотно ножовки, намного легче. Пальцем. Сейчас покажу. Вот так смотри. Хорошо. Ничего, приспособишься. Так. Отлично. Чистый рез получился чистовой пилкой. Как впечатление? Давай вторую батя запилит, ты поснимаешь. Вот и все. Пальчиком придержал полотно, чтобы оно у тебя не вихляло. И начал потихонечку наживлять. Вот. Все, на нее давить не надо и дергать ее не надо. Все. Конечно, дисклеймер, что она у тебя порхала. В чем тут эта задача выполнена? Выполнена. Убрать все занозы. Вот у нее выключатель. Держишь? Да. Так, Санек, ну ты меня спалил, да? Ты понял, что это будет? Я понял, что это ходули. Совершенно верно. Так. Мы в детстве их делали своими руками, ходили на них. Это было прикольно. И вот смотри, в чем прикол. Ходули вообще штука очень полезная. Они позволяют, во-первых, чисто практическое применение, есть строительные ходули. Знал об этом? Как-то. А вот так, строительные ходули. Строитель одевает ходули
И может на ходулях ходить, смело прокладывать электропроводку, например, по потолку, не таскать за собой лестницу и все остальное. Хорошие строительные ходули, кстати, достаточно дорого стоят. Многие делают самодельные. Там принцип другой, там руки остаются свободными, а ходуля крепится к бедру ремнем. Вот. И там 70-80 сантиметров высота, очень удобно. Хочешь, лампочку меняешь, соответственно, хочешь, электрику тянешь по потолку, хочешь, гипсокартон ставишь. Строительные ходули очень много времени экономят. Это раз. Помимо этого, ходули помогают при движении по пересеченной местности. Кстати, в книжке про Мумий-тролля описано, как Снус Мумрик научил всех ходить на ходулях, и они переходили по дну обмелевшего моря, которое высохло от кометы. Да, был такой случай, и картинка есть хорошая, где они все идут на ходулях. А есть племя. В некоторых племенах ходули являются основным средством передвижения, в прямом смысле слова. Потому что, во-первых, на ходулях можно передвигаться быстрее, имея, конечно, навыки. На ходулях не страшны змеи, понимаешь, которых там очень много. Ну и, конечно, это различного рода шоу, цирки. Вот, там вообще на огромных ходулях ходят акробаты, это всегда очень здорово Примерно смотрится. какие? Ну, слушай, 2 метра, 3 метра ходули. Офигеть. Да. Вот эти фигуры огромные на карнавалах, на фестивалях, это все люди на ходулях, по сути. Вот такое простое, казалось бы, изобретение. Палка вертикальная, палка поперечная, да, упорчик. И все, а вот так интересно. Ну и, конечно, это просто забава, это здорово. И, кстати, еще ходули используют для сбора фруктов. Да, для сбора фруктов и за ухода за фруктовыми деревьями. Садовники подрезать деревья великолепно на ходулях. Ну, такие же, как строительные ходули, Ну да, я чтобы об руки этом были слышала. свободны. Да. Наружные работы разные. В общем, как говорится, была бы фантазия. А вы, подписчики, напишите в комментарии, вы вообще использовали ходули когда-нибудь? В вашем детстве вы мастерили ходули? Мы делали с пацанами, это было очень здорово. Ну вот поэтому сейчас Санька тоже это дело показал. Но он меня спалил, быстро выкусил. Я думал, ты до последнего не будешь догадываться, что мы делаем. Как ты меня раскрыл-то? Что-то заметил, типа, отшлифуй, типа, значит, трогать будем. Чтобы занозу не засадил, значит, тоже трогать будем. Вот эти вот 2 метра, но это чуть выше меня как-то. Понятно. Ну вот как-то так. Так что ходули это тема. Да, это прям тема. А сейчас же есть еще развитие ходулей. Эти кенгуру, знаешь, которые прыгают с пружинами. Да, но они довольно скучные. В смысле скучные? Ну, я о них что-то знаю, но это не то. Нет, подожди, вот как, подписчики, помогайте, мы затупили. Как называются вот эти ноги, когда человек одевает такие ходули на ботинки, пристегивает к бедрам, а они пружинят, и они на них делают сальто, короче, вот эти все. Как это называется? Подскажите. Мы с Саней, может, кстати, если найдем таких ребят, то в гости напросимся. А вот эта фигня с пружинами? Не с пружиной, ну с пружиной это просто палка. А там такие, как кенгурячьи ноги одевает человек. Может в них очень быстро бегать, может в вот них такого не высоченно знаю. прыгать, может делать сальто назад, сальто вперед, там целую акробатику крутить. Вот И вот, такого не кстати, знаю. если знаете таких ребят, киньте какие-то контакты. Мы с Санькой, может, доедем в гости, напросимся и сюжет снимем про эту историю. Я не знаю, получится ли у бати крутануть сальто назад на ходулях, как ты думаешь? Ай, такие дела. Так, если что, то мы такого делать не будем. А батя рискнет, ты за всех не говори, слышишь? Ой, сынок. Ну попробуем. Так что напишите в комменты, это же интересно. А картинки мы повставляем. Ходули, кстати, очень давно известны, еще с древности. С древности известны. И в некотором смысле японская обувь гетто, по-моему, так она называется, вот эти сандали гетто высокие, это тоже, по сути, небольшие ходули. Почему нет? Так и есть. И сделаны были для того же, чтобы передвигаться по грязи, по, ну, грубо говоря, по саду, по всему, и не пачкаться, не пачкать ноги и не вязнуть в грязи. Вот как-то так. И гетто бывают очень высокие, они там до 40 сантиметров, по-моему. Ну, это... Вот так, да, 60 у нас будет снизу. Здесь будет упор у нас вот такой косыночкой. И, собственно, а там мы сделаем ручку, обточим, зашлифуем, и будет рукоятка. Вот мы уже отсверлили нам самое. Туда зайди лучше. Да. Так, отцы, маленькое предупреждение. С электроинструментом, тем более таким серьезным, как циркулярная пила, ни в коем случае малышам работать не давайте. Даже если у вас там стоит какая-то вот эта электроштука,
который типа замечательно Электростопор. моментально Нет, 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 в любом случае не нужно. Все равно не надо. Мастерские закрывайте, станки обесточивайте. Они же любопытные, блин, как обезьянки. Так, ладно. Что, мой хороший? Неприятно. Ну а что делать-то? Все. С Богом. Вот 4 упорчика. Смотри, как будут действовать. Раз. И два. Ну, выглядит интересно. А здесь усиливающая косынка будет из фанерки. Ну, логично, в принципе. Да. Мы это отшлифовали. Шлифанул Санька подножки. И теперь нам надо подобрать саморез. Ну вот нам надо вот саморезами закрепить вот этот брусочек туда. Так, так. Какими саморезами крепим? Сколько у нас общая ширина? Общая ширина. Ну, высота, да, или толщина? Ну, 3,5 сантиметра, где-то так. 3,5, по-моему, 50. Я ничего не путаю? А, общая, вот Да. с этой штукой, общая, да, 50. 40-ми крутим, и все будет Я думала, хорошо. что про вот это. Смотри, Так. сынок, я просто покажу тебе. Вторую будешь сам делать. Поскольку мы крутим в торец, нам надо соединить две детали в торец. Да вот сюда снимай, что ты меня снимаешь. Надо предварительно засверлиться, чтобы у нас не лопнула древесина. Раз. И вот теперь смотри, я туда могу загнать саморез. Полноценный 50-й саморез. Потому что с краю оп, видишь, все. Он никуда не денется. Такие вещи лучше делать с предварительным засверливанием. Ну и зенковочкой. Вот такая ямка называется зенковка. Она как раз хорошо скрывает шляпу. Теперь Санькин эксперимент самостоятельный. Перпендикулярно должно быть. Да. Вот так. Чуть-чуть ниже. Погнал. Отлично. Проходим. Оп, зенкуйся, зенкуйся. Отлично. Все, оп, хорош. Закручивай. Меняй биту. И закручивай саморез полноценный. Ну, давай, пробуй, казак. Закручивай. Да. Я держу нормально. Ну ладно. Ну, погнал. Посади биту в саморез нормально. Сань, А упирайся. что ты не хочешь? Молодцом, сынуля. Все, теперь вторую сверли так же. Тут уж давай полностью сам. Все, хорош. Меняй на биту и вперед. И вот туда его по предмету. Только главное, заведи биту в саморез нормально и дави по оси, и все. Дави. Все, хорош. Ну куда ты уж туда его Да всадил блин, по полной? ну ладно. Нормально. Санька довольно уверенно освоил шуруповерт. Нормально. Сейчас крутит. Дави, самое главное. Не надо быстро раскручивать. Вот так. Все отлично. Вот у нас подножка прибита и на клей посажена еще. Смотри, осталось нам только вот такими косынками. Батя вырезал на циркулярке. Повторюсь, не пускайте детей к циркулярке. Усилить. Вот так вот ходули. Башмачки. И вот сюда вкрутить. Сюда 3 самореза и сюда 2. Справишься? Да. Погнал. Одну контролечку мне сверли, где получится. Молоток, сынуль. Хорошо у Саньки получается. И сверлит уже, и вкручивает. Что, вкручивать будешь? Тут получается так. Давай, только дави сильнее. Дави сильнее, дави. Молоток, все, на стопоре сработал. Давай дальше сам. По очереди. Просверлил, вкрутил. Вот наш финальный болт. Саморез, болт. Какой Саморез. болт? Болты у тебя в двигателе были. Сань, убиваешь биту так. Дави на пятки. Вот возьми в руки. Одной рукой давишь, вторую положи сюда. Все, вот так. Вот так. Не убивай биту. Есть. Так, ходули наши готовы. Осталось сделать ручки и покрасить, если надо. Будем красить? Я думаю, даже не будем заморачиваться. Ну что ж, испытание. Испытание наших ходулей. Оп. Пока минус. Но справедливости ради. Блин, поможешь?
Конечно помогу, Сань, всегда Там помогу. забираться. Да блин, надо, почему всегда, когда камера тут включается? Ну я не знаю, давай шапку снимем. Куда побежал? Ну вот Санька буквально за 5 минут выучился ходить на ходулях. Ну, конечно, пока техники не хватает, но он стремится. Ладно, Сань, как впечатление? Не, вещь однозначно прикольная. Да? Реально. Ну вот так. А работать руками понравилось? А с деревом? Да, это особенно. Здорово. Вот тут вот желательно бы что-нибудь... Мы сделаем резиновые башмачки сюда. А, да? Сделаем обязательно. Ну что, Санька, подводим итоги. Подводим итоги. Сегодня я походил прикольно. Нет, это реально, ну то есть был хороший день. Много ощущений. В общем, классно. Покруче, чем вот в планшете сидеть. Это скажешь, что из-за политики канала ты такое говоришь. Ну просто реально планшет отобрали. Не, ну реально. Ну плюс у меня его, да, отобрали на время. Вот. А ко всему еще поработали руками. Показал пацану станки. А распечатали мастерскую после зимы, потому что было холодно, сыро до этого. Там зимой вообще не пробраться было, снега по пояс. Вот. Поэтому, отцы, вовлекайте, ну блин, это же самим здорово. Я вспомнил свое детство, вспомнил, как мы мастерили ходули и ходили на них по лесу там, вот. Ну это было здорово, это прикольно, в догонялки играли, и это было, ну, очень теплые воспоминания. Я говорю, Сань, может я этот канал вообще создал, чтобы в свое детство возвращаться с такими вещами. А кому понравилось, подписывайтесь, советы кидайте, чем еще нам с Саней заняться, как сделать так, чтобы у него было незабываемое детство, а у меня незабываемая зрелость, да? Вот. Так что так, это канал Батя Года. На связи, ребята, отцы. Всем крепко жму руку. Сань, что скажешь подписчикам? Всем спасибо за просмотр. Ну и вот так у нас. У нас отлично. До новых встреч. До новых встреч.